Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Юлии Мэджик, и сегодня у нас расклад вот такой вот на тему новые странички в вашей жизни. Итак, новая страница в вашей жизни по вашим заявкам. Смотрим, что и как нам хотят сообщить. Возможно, будет две колоды, возможно, это еще будет присутствовать. Посмотрим. Итак, вы, вы сейчас, как нас сказать, в процессе, либо в ожидании хороших новостей. В ожидании хороших новостей. Вы сейчас либо получили какую-то весточку от жизни, от человека, которая вас утешила, и вам очень хорошо на душе. Либо вот-вот это случится. Вы. Опыт у вас есть для того, чтобы начинать эту страничку жизни, о которой мы говорим. Но есть и проблемные зоны, от которых необходимо, вам кажется, избавиться. Хорошо. То есть это два взаимодополняющих и также взаимобалансирующих друг друга состояния. Хорошо, давайте смотреть. Итак, новая страничка вашей жизни. В основном это что? Плюс или минус? Новая страничка вашей жизни. Но вы в хорошей силе начинаете этот путь. Возможно, вы начали с новой территории, либо с новой работы. Тут какие-то изменения были. Но эта территория также вас просит, да, будто бы заняться тем, что вот в какой-то рутине еще побыть, да, то есть в то, что вы еще не сильно хотите вовлекаться. Это что-то, что заставляет все-таки какими-то земным правилам соответствовать. Что-то такое, что необходимо еще как догнать, либо доделать. И видите, как оно как раз легло на карту каких-то болезненных событий или же состояния. Что-то, что вам мешает все-таки хорошо и правильно развиваться. Так, я бы хотела вот это посмотреть. Что это за такая утешительная новость вас ждет? Утешительная новость. Кто-то познакомится с молодым человеком. Кто-то, уже познакомившись давным-давно, вы будете выходить за него замуж. Вот, кто-то с новым человеком познакомится просто как с другом, и это будет замечательное партнерство, какой-то союз, дружба. А кто-то заключит прекрасный договор в своей жизни, который сможет и на долгое время быть полезным, да, что-то очень полезное. Так, что это за утешительная новость? Это прыжок из состояния ничего нет, в прыжок в состояние есть все. Вот эта привилегированная особа, это, допустим, если брать Таро, можно просто вот хотя бы немножко соотнести с картой девятка пентаклей, да, когда вы купаетесь в роскоши, когда вы сама собой довольны, когда вам все хорошо. Эта же карта бедности, нищеты, возможно, где-то как-то соответствует пятерке пентаклей, да, когда два человека идут, и у них, кажется, возможностей нет, но они не видят этих возможностей вокруг, то есть все кажется на мели. То есть из вот этих вот, тут буквально две крайности, да, с самого низа в цари. То есть вы попадаете вот так. По сути, это ждет. И все благодаря какому-то вот то ли партнерству, то ли договору, какому-то соединению. Хорошо, хорошо. Еще я бы хотела посмотреть, что это за новость такая и как ее расшифровать вам. Все-таки вот в вашей проблеме есть решение. Все, посмотрите, то же самое идет. Что здесь две карты, да, показали бедность и богатство, или же привилегированную особу, то есть привилегированная для кого-то, или же, то есть кто-то вас выбирает, или же просто вселенная вас выбирает, вы привилегированы. В этой ситуации точно так же нам ответили из отчаяния прыжок просто в какую-то большую-большую удачу. Причем это что-то, что вы могли не ожидать, что-то неожиданное. Очень кажется даже, что как, это невозможно, вот так вот будет. Но это все на официальном уровне, и тут нет сомнения, что это ваше, лично ваше. То есть вы сейчас в привилегированных особах находитесь. Так, ваша новая страничка просто замечательна тогда.
Хорошо. Неужели так все сладенько будет там, в этой новой страничке вашей жизни? На что нужно обратить внимание? Давайте посмотрим. На что? На что? Есть что-то ценное, но очень хрупкое в вашем теперешнем состоянии. Что-то ценное и очень хрупкое. Для кого-то это здоровье, для кого-то это какой-то человек, для кого-то ребенок, для кого-то проект какой-то, который вы начали, либо само что-то ценное и хрупкое, да, вот как состояние удержать. На что нужно обратить внимание в вашем новом пути? Так, показана трудная работа, либо какая-то рутинная работа. Все же, да, вот нам уже говорили об этом, что вот нужно еще на это обратить внимание. Тут именно как на рабочий процесс, то есть не оставлять это. Возможно, кому-то нужно поменять работу, найти работу, либо, наоборот, уделить время работе. То есть тут трудная работа, тяжелая работа, кажется. То есть по этой карте я не скажу, что нужно трудно и тяжело работать. Нет, но нужно уделить время тому, что дает заработок. На что нужно обратить внимание? На какое-то сообщение, либо на письмо, либо на деньги, которые выдаются. Да? То есть как деньги, зарплата. Обратите внимание. На что нужно обратить внимание? На все ли официально в вашей ситуации сейчас, либо на то, что точно законодательство, либо какими-то структурами, какими-то органами будет связано с вами. То есть обратите внимание на вот эти, на какие-то госструктуры, например. Ну, либо коммерческие структуры, да, большие какие-то предприятия. Что-то может быть связано с деньгами. Тут у нас письмо, оно уже обозначает, с чем связано. Но в основном ваш новый период сулит большие перемены. Взяться за голову нужно, тут дважды нам сказали. Взяться за то, что есть есть ваш опыт, да, то есть вы были уже в такой ситуации, и есть некая проблема, на которую надо обратить внимание. Но, опять же, в этой карте вот та проблема, болезненная ситуация, карта плохого здоровья, да, но опять же, плохое здоровье может быть у ситуации, да, то есть болезненная какая-то ситуация, что-то есть, что недоработано, над чем еще придется постараться, то есть хорошие новости какие-то, в хороших новостях всегда есть решение, но, опять же, эта дамочка, да, вот, которая пришла, сиделка или кто она там, медсестра, пришла рассказывать человеку о том, что есть хорошие новости, но вот вам рецепт, и следуйте этому рецепту. Если человек не будет следовать рецепту, будет проблема. Состояние ухудшится. Но если будет следовать рецепту, вот, пожалуйста, прекрасная возможность выйти за пределы этой темной больницы, да, и все поправится, все пойдет на поправку. То есть определите, какая у вас самая болезненная ситуация сейчас, да, которая требует решения, и берите удачу как за поводье, да, то есть она ваша. Но вот это не оставляйте. Пользуясь опытом, решайте вопросы сейчас. Какой-то подарок судьбы к вам спешит, который действительно поменяет все вот, вокруг. Все вокруг. Ваше восприятие. Вы поменяетесь сами. Что это за подарок судьбы, окей? О чем здесь идет речь? Так, здесь какой-то человек с ресурсом, ресурсный человек. Кто-то ждет мужчину, придет мужчина. Кто-то ждет женщину, придет женщина. Кто-то ждет человека просто с деньгами. Тут вот богатый человек идет. Может быть, это руководитель, а может быть, это партнер. Но тут решение проблемы какое-то. Потому что все-таки это как подарок судьбы, и здесь идет человек, чтобы эту проблему решить. Не он есть подарок, а подарок судьбы. Кстати, здесь идет, знаете, как подарок судьбы, вы можете стать этим человеком. Скорее всего, да, потому что вы меняетесь. У вас есть дом, у вас есть время, у вас есть деньги, настоящие деньги, да. То есть то, что вы заработали, вот так вот хочется сказать. Вот, то есть это то, что будет даваться вам после решения какой-то проблемы. Хорошо, как можно решить эту проблему? Давайте еще посмотрим, какому рецепту нужно следовать. Если там какие-то... Тут нужно распланировать что-то и увидеть ту цель, которая вам нужна.
То есть связать вот эту цель, которую вы видите перед собой, мечту вашу, с реальностью, которая сейчас. Вот какой вы видите ее, эту цель, и шаг за шагом воплощать. Ну, это случится, видите как. Вот большая фортуна будет вам буквально сыпать под ноги какие-то дары. Вам будет фартить в вашем плане. То есть как только вы распланируете, например, да, вот эту болезненную ситуацию тоже начнете как-то по плану решать. Опыт вот этот ваш применять и возможности Вселенной, которые дает, потому что по этой карте тоже, это знаете, как когда Вселенная открывает двери перед вами и сообщает о том, что вот сейчас можно, допустим, решить такую проблему, потом такую и так далее, или же воспользоваться такой возможностью, таким шансом, то сопоставив все вот эти вот задачи, да, вы говорят, обязательно запиши, да, нарисуй то, что ты хочешь. И не только то, что ты хочешь, а и шаги к решению. И тогда фортуна буквально на каждом вашем шагу будет вам помогать. Будут попадаться правильные люди. А также попадаться будут и завистники, поверьте. Которые, не понимают, не понимают, как вы там живете, будут пробираться в ваше пространство, узнавать, почему вы так поступили, а не иначе. Но они только воруют ваше время, осторожно. Чужие какие-то, видите, бегают. Показывают встречу с каким-то важным человеком для вас. Что это? С тем, подождите, с кем? С тем, с кем было закрыто. Но сейчас новый путь. Это женщина. Подождите, а почему? Важный или какой? Что с этим человеком? Мгм. Вот там идет какой-то совет, ресурс. Что-то отдается вам. Или какой-то взаимообмен происходит. Но остается тяжесть и сложность в общении. Вот так. То есть тут какой-то разговор происходит с человеком. А почему к этому ведут? Это нужно как-то решить? Тут какая-то прям ситуация, которая нерешимая. Вам нужно думать о том, как ваш корабль сорвать как, знаете, как с якоря. Вот. Такое решение. У вас будут знаки, в каком направлении двигаться. Вам нужно расправить паруса и плыть, либо лететь в том направлении, которое вы выбрали. Будет какая-то пустота на душе от чего-то, что вы будто бы, кажется, неправильно делаете. Но там, как ни крути, не хочется, чтобы это как-то. То есть это все равно должно быть ваше решение что-то оставить. Вот так вот тут идет. Почему? Потому что вот, то есть вашей судьбой руководите только вы. Остальное, те люди, которые пытаются руководить вашей судьбой, маски носят. Не говорю, что плохие люди, могут быть плохие, а могут быть те, которые просто вот вмешиваются, что-то дают вам какие-то там, как нужно, куда нужно идти, да, и так далее. То есть они создают некую клетку вам. А вы большой корабль. Какой корабль потерпит некую клетку? Ну никакой, да. Зачем тогда паруса? Зачем тогда вот это все снаряжение там? Зачем тогда такая красота? Вот зачем? Чтобы в клетке сидеть. А зачем тогда судьба знаки дает? Вы думаете об этом и про клетку не мыслите, да. Клеткой может быть все. Клеткой может быть какая-то болезненная ситуация, которую вы не решили до сих пор. Клеткой может быть состояние внутреннее, когда вы кому-то прям вот должны. Но вы большой корабль, а большому кораблю большое плавание. А этот еще и летающий. Он срывается с якоря и, следуя своему зову сердца, идет к новым берегам. Там и любовь будет новая любовь. Там и, да, как раз новая любовь, то есть человек, который будет ставить вас на первое место.
Да, вы на первом месте у человека. Это будет. Но это вот видите, как после осознания какого-то. Осознания своей ценности, осознания всего. А в конце нам показывают огромный триумф и победу. И вы здесь играете главную роль. В вашу честь вот палят пушки, отдают честь, да. То есть вы заслуженно получаете какую-то награду от жизни. Да будет так, пускай так и будет. Я вам очень благодарна, что вы были здесь, мои дорогие. Спасибо вам за то, что присутствуете на моих видео, за то, что внимаете этим советам. Благодарю за все, за лайки, комментарии, за финансовую поддержку, мои дорогие. Я благодарна вам, каждому, кто это делает, вижу вас, чувствую. И хочу, чтобы Вселенная вас благодарила в разы больше, чем вы стараетесь для меня. Всего самого наилучшего. Пока-пока.